Ну, искалечены все с рождения. В 4 классе я организовал группу бежать на фронт. Стакан березового сока выпил и патриотом стал, с утра хватанул. Когда вырастает вот эта вот температура, лезет наверх, то сразу меняется вся риторика и появляется убеждение, что а почему нет? Мы можем все. Механизм, как вот человек кончается, и диктатор появляется. Вот эти все люди, которых потом поубивал, они же его боготворили. Самое главное – договориться с самим собой. Стучать на людей не буду. Ну, почему сразу стучать? Я не могу уехать из своей страны, исчезнуть. Но теперь мы дадим БТТ. Слушайте, у вас получается, что последние 3 года 2016 и «Честная женщина», и фильм «Петрополис», вы все время как будто бы оказываетесь в одной и той же ситуации. Когда надвигается война, есть человек, который, как говорит героиня «Честной женщины», мы будем делать добро из зла, потому что больше не из чего. Ни в одном из этих произведений вы эту проблему не решили. А вы-то как человек понимаете? Тоже не понимаю. Мы искалечены все с рождения. И одно из самых главных наших устойчивых свойств, как писал Достоевский, 1000 лет били дубиной друг друга по голове, так и продолжает бить. И ничего с этим сделать невозможно. А то, что действительно и в спектакле, и в фильме, который потом сняли, и в других спектаклях, есть некое такое провидение, мне много говорило на эту тему людей, но я этому не удивляюсь, потому что вообще в театре, в творчестве такое бывает. Мы же все живем уже лет 5-6 в таком ощущении какой-то приближающейся катастрофы. В принципе, это нормальное ощущение, потому что театр, он же регистрирует, как бы художественно пытается регистрировать то, что происходит за окнами жизни. И, конечно, он чувствует, что разряды какие-то Театр происходят. – это самое близкое к отражению вот сегодняшних чувств искусства? Я думаю, что да, потому что он быстрее доходит до людей сегодня. Потому что кино должно преодолеть еще целый ряд всяких, так сказать, технических даже вещей. А в театре, если пока тебе не сказали, этого не надо, да, я этого не исключаю. Почему я про это говорю? Потому что я, так сказать, человек не молодой, я прошел все эти в объеме истории, в полном объеме, уж, так сказать, знаю все. Поэтому всякое может быть. Конечно же, если ты цепляешь какую-то человеческую историю, какую-то сегодняшнюю, больную, конечно, театр сразу доходит. Потому что я даже смотрю, как сегодня на спектаклях на наших, которые поставлены, там, скажем, 5 лет назад, 6 лет назад, как себя зрители ведут, они ведут себя совершенно по-другому. Да? Абсолютно. Вот на том же «Швейке». Я делал, я не помню, в каком году. Там же есть монолог, вот этот вот монолог «Мамы солдата». Да. Там есть, так сказать, зритель тогда кололся, вплоть до того, что там были такие вещи, что просто некоторые выходили в середине это, хлопали дверьми. И я был свидетель, как капельдинер говорит человеку, что вы так, зачем так стучите двери? Не надо, поаккуратнее. Он говорит, нет, буду стучать. То есть он выходил в протесте. А что им не нравилось? Не смешно. А должно быть смешно. Ну, конечно. Ну, Швейк же у нас ассоциируется, прежде всего, с анекдотами. Покрасили там собак, какие-то любовные истории поручика, так сказать. А вот то, что касается второй части... Ну, что это на войне вообще дело, да? Вообще-то происходит. Не случайно же Брехт потом написал пьесу Швейка во Второй мировой войне. То есть это все больное очень. Это раздражало, никто про это не думал даже так впрямую. Сейчас совершенно другая история. Сейчас зал сидит вообще затаив дыхание, и вообще про смешно вообще даже ни у кого мысли нет. Я заходил в зал зрительный, они сидят просто затаив дыхание почти. Это очень большое дело, потому что они абсолютно понимают, о чем идет речь, у них болит это так же, как у артистов. Вообще в театре происходит интересная вещь. Такой разрешенный митинг. Потому что никто ничего вслух как бы это не объясняет, но и актеры понимают, о чем они играют. И эти понимают. Такой митинг без ОМОНа. И причем происходит вот сейчас, в эту секунду. Потом его не будет. Будет что-то другое. И это, конечно, театр в этом смысле, я думаю, что сегодня это наиболее такой, в общем, действенный такой инструмент, очень сильный. Не приходят ли вам мысли, что наоборот, как будто бы уже никакое искусство не нужно, вообще уже ничего не нужно? Нет, уже так все. не бывает. Я очень скептически отношусь вообще к
в том числе к некоторым своим коллегам, которые клоны Кассандры предвидят, когда чего произойдет. Мы ничего не знаем, что произойдет и когда. Но все равно обязательно должен будет наступить некий какой-то вариант выхода. Но он не может быть, иначе мы все закончим. То есть здесь как раз искусство, культура – это главный инструмент. Потому что политики сжигают мосты, а деятели культуры их восстанавливают. Это наша обязанность такая. Так всегда было. Всегда. Скажи, Гордеевой, скажи. Это правда, что вы знаете чуть-чуть японский язык, потому что вы чуть-чуть японец? Да, по семейной легенде дед у меня японец. Ну, эта история такая. Он был дипломат в 20-х годах. Бабушка работала в этом посольстве в японском. Ну, и там, значит, случилась у них всякая история. Родилась моя мама. И дальше он хотел... начались какие-то события. Его отозвали. Он звал ее сам. Она не уехала, короче. Осталась здесь. Потом он приезжал где-то, как мне рассказывала уже мама, потому что бабушка просто держала оборону, как просто не то что 28 панфиловцев, как все настоящие и не настоящие. Она она абсолютно русская женщина. И дед у меня потом, значит, не родной, который я всегда считал дедом, тоже русский, абсолютно человек. И вдруг мама такая косоглазая, восточная женщина. И я всем говорю, в чем дело, когда стал подрастать. Она так уходила от этого, так сказать, и потом уже только вот раскололась, грубо говоря, в последние годы. А он не мог тут остаться и не захотел, не знаю. Вот такая вот история. Вы родились в 1946 году в Москве. Угу. А какой вы помните послевоенную Москву? Помню только во дворе, например, надпись такая замечательная была на стенке во дворе: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». Она еще почему-то, значит, была нарисована большими крупными буквами. Вот. Потом ее стерли, конечно. Там. Помню памятник Суворову, который никак не могли поставить около театра армии. Мы туда ходили гулять. Это все стоит, пьедестал стоит. И я помню, спрашивал у дедушки. Я говорю, слушай, поставят когда-нибудь этот памятник? Он говорит, должны. Трамвай конечно, потому что я жил на Лесной улице, и поэтому в этом доме, и поэтому была остановка прямо напротив. Трамвай, на котором можно было переехать всю Москву и доехать до края того или того. Это такой старый трамвай, замечательный, прекрасный. Но война была предметом обсуждения? Вот в 46-м и дальше. Отец у меня фронтовик, но они разошлись быстро с мамой, там рано. Дед был в тылу, работал, долго. Там зажигательные бомбы, В дворе скорее больше было разных уголовников, которые существовали, так сказать, в разных формах. Естественно, как мальчишки, мы там присматривались к ним. Интересно же, как, что там, чего. Про фронтовиков нет. Фронтовики позже меня зацепили. Уже когда я учился в школе, вот эти вот вещи. Например, в 4 классе я организовал группу бежать на фронт. Это актуально сегодня. На какой фронт вы собирались бежать? А это непонятно на какой. Мы знали только один вокзал, Белорусский, поскольку он был недалеко от Лесной улицы. Наверное, на Белорусский фронт. Партизанам. И я подговорил всех, что надо все-таки как-то снарядиться и, кроме сухарей, там, еще каких запасов, взять еще керосин налить в бутылки. С собой взять. Какого, с Белорусского вокзала, куда ехать, чего. Это очень вопрос не стоял. Еще 3 класс, 4 класс. Но потом обнаружилось то, что в шкаф залезли, что-то пахнет керосином. Мы обнаружили там где-то за платьями бутылку. Дальше было собрание в классе, я помню. Нас разоблачали, говорили, что вот это, вот все, вот это. Такая. А вот дальше, конечно, то, что показал потом Хуциев в фильме «Июльский дождь», я все видел. С 9 примерно класса приходили 9 мая к Большому театру. Это нас никто не организовал, мы приходили сами. Мне было жутко интересно смотреть на этих людей, потому что мы их не понимали. Абсолютно. Мы стояли, я помню, так, раскрыв варежку. И люди бросаются друг к другу, что-то целуются, плачут. Чего такое? Как будто они с другой планеты приехали. Ничего не понятно. Какой-то стоит одинокий человек, к нему никто не подходит. Он стоит долго. И так и не подходит. Какие-то женщины.
что-то это обнимаются, плачут. Какая-то между ними тайна, общность, которая вот была. И они вот собираются, а мы смотрели на них совершенно дистанционно. Пытались понять, как марсиане какие-то. Не могли никак понять. Мне было жутко это интересно наблюдать, просто психологически. И не только мне. Вот тут уже понятие как бы войны стало более осознанным, что это некий другой период жизни, каких-то совершенно других отношений, т. А потом, когда я общался очень тесно, так получилось, слава богу, с Зиновием Гертом, то компания, которая собиралась 9 мая, это Акуджава, Тодоровский, старший, они ведь никогда не говорили о войне вообще в течение года. Никогда. Вот я не слышал от Герта никаких рассказов. Вообще. А вот здесь 9 мая единственный день, когда они по кругу начинали рассказывать какие-то эпизоды из своей военной жизни. Причем каждый год новый. И ты вдруг понял, мама моя, этот герой, и этот вообще что-то совершил. Герт там пролежал 2 дня, почему у него был опухший такой синий палец, и ноготь был почти снят, потому что он держал мину вот так вот, не мог вынуть, потому что если он был, она взорвалась. Они поехали там, вдвоем шли в разведку, он остался так лежать на территории немцев, в другой стороне реки, почти 2 суток вот так лежал, почти в обмороке, вот с этой совершенно атрофированной уже рукой, с этим пальцем. То есть какие-то вещи, которые даже нельзя было себе представить. Они никогда про это не говорили, потому что всегда это было, так сказать, с одной стороны, вроде это особый период, и героический, и такой, с другой стороны, это ужасно, и война – это всегда ужасно. Вот это они не формулировали это, они не говорили это так, как я сейчас это говорю. Но это чувствовалось, они не говорили. Единственный раз Герт мне рассказывал, говорит, достали они меня, чтобы я пришел на какую-то встречу, я не хожу вообще, пошел, говорит, хрен с ним, хожу народу, никого не узнаю, стою, вдруг смотрю, человек какой-то ко мне пробирается, что-то машет, я смотрю, вроде знакомый, мы обнимаемся, что-то это, я ему говорю, ты где? Он говорит, как где, Зиновий? Там же, где и вы, в театре кукол, я ж пожарником работаю. Литературно-исторический анекдот. Однажды Корнею Чуковскому позвонили из Советской академии наук и спросили, знает ли он английского писателя Черри Орчарда. Дело в том, что в академии готовили книжку о Максиме Горьком, и им требовалось узнать хотя бы что-нибудь об этом таинственном Орчарде. Чуковский рассмеялся в трубку. Дело в том, что он сразу понял, что речь идет ни о каком не Черри Орчарде, а в переводе с английского это будет «Вишневый сад». Но в редакции ему не поверили и прислали целый ворох газет за 1932 год, где на русском языке цитировалась телеграмма Бернарда Шоу Максиму Горькому, в которой и упоминался этот самый Черри Орчард. Чуковский прочитал заметку и понял, британский драматург хвалил Горького за то, что в его пьесах нет таких, цитирую, «безвольных и вялых персонажей, которые выведены в чеховском «Вишневом саде». Но сотрудник ТАСС, переводивший телеграмму, по ошибке принял название пьесы за английские имя и фамилию и навсегда вписал вымышленного персонажа в историю. Как известно, Чуковский сам перевел с английского немало стихов и прозы. От чужих переводческих ляпов собрал целую коллекцию. Об этом у него есть классная книга «Высокое искусство». Сегодня переводы, но уже не только книг, но и фильмов, тоже часто становятся причиной курьезов. Иногда в дубляже смысл сказанного меняется чуть ли не на противоположный. Именно об этом недавно вышел ролик на YouTube-канале Школы английского языка Skyeng. В нем подробно разбирают культовые фразы из фильмов, которых нет в оригинале, потому что когда-то их неправильно перевели. Вообще вся учеба в онлайн-школе Skyeng строится на актуальных примерах и через темы, которые вам интересны. Так гораздо эффективнее учить язык. А еще под каждого ученика составляется индивидуальный план, который учитывает ваши цели. Освоить или подтянуть деловую лексику, выучить профессиональные термины для новой работы или освежить разговорные темы. Вы сами выбираете цель и двигаетесь к ней с преподавателем. Кстати, преподавателя и время занятий вы тоже выбираете сами и занимаетесь в удобное для вас время.
А если вам нужно в короткий срок подучить язык для переезда в другую страну, в Skyeng есть специальный курс. Он составлен с учетом реальных ситуаций в посольствах, банках, страховых компаниях и других местах, о которых редко вспоминают на обычных уроках английского. А еще в Skyeng есть отдельное направление для детей – SkySmart. Там учат не только английскому, но и основным школьным предметам. Готовят к ОГЭ и ЕГЭ, а еще обучают шахматам и программированию. Кстати, сейчас есть возможность познакомить ребенка с программированием совершенно бесплатно. В SkySmart создали IT-клуб, где ребенок сможет создать игру, сайт или приложение с нуля. Главное – успеть записаться. На бесплатную программу попасть успеют не все, места ограничены, а вот получить скидки до 55% на обучение может каждый. С 11 ноября и до 2 декабря в Skyeng и SkySmart проходит «Черная пятница». На любой пакет уроков в эти дни действует скидка до 55%. Пакеты универсальные. Вы можете, например, купить уроки себе и разделить их с ребенком. А тот, кто купит пакет от 32 уроков, получит в подарок бьюти-бокс от Skyeng и Флакон. Переходим по ссылке в описании и учимся на максимально выгодных условиях со Skyeng и SkySmart. Вы можете оценить отстраненно, в какой момент в нашем обществе появилось вместо «лишь бы не было войны» можем повторить? Ну, я не могу так точно это сформулировать. Это же ведь явление такое, оно, во-первых, не новое с точки зрения истории. Потому что я в связи с последним спектаклем много залезал в всякие материалы. Это 1881, который? Да, документы и много читал. Про ту же Крымскую войну, про поражение в Крымской войне, про все настроения. Когда начинается движение и рост чудовищных амбиций. Таких, когда чудовищное высокомерие, амбиции, уверенность в себе, причем вообще политик, всех, не только наш российский, все хорошо. Вот когда вырастает вот эта вот температура, лезет наверх, то сразу меняется вся риторика и появляется убеждение, что а почему нет? Мы можем все. И мы можем сменить это на это, а тот и тот. А потом поколение же уходит, которые это помнили. Они же почему говорили, только бы не было войны? Это были люди, обожженные той войной, они помнили, как это было. Потом все уходит, поколение меняется, жизнь становится все равно лучше, несмотря на все проблемы. Мы же не извлекаем выводы из истории совершенно, абсолютно. Почему началась эта Крымская война? Потому что Николай I захотел немножко Турцию нагнуть. Ну, так я сейчас говорю, примитивно. Там были, конечно, обстоятельства, что, чего, ну так. И были же силы в обществе, которые были против этого. Которые откровенно совершенно им говорили, писали ему письма, зачем вы это делаете. Влезла и Британия, влезла и Франция. Но, как это не страшно произнести, несмотря на это поражение, начались реформы сына Александра II. И начались изменения очень серьезные в обществе. Чисто наше. После вот таких страшных каких-то взрывов и потрясений начинается какое-то новое движение, позитивное. Потому что, несмотря на то, что, умирая, Николай I сказал ему, что да, извини, Саша, но я тебя вот оставляю страну не в лучшем виде. Но начались же реформы, в том числе и военные. И вообще вот этот вот флот, который адмирал Нахимов со слезами на глазах затопил в Севастополе, чтобы они не вошли в город. Потому что другого выхода не было. Там был паровой флот уже. Французы воевали с нами какими-то нарезными винтовками, с нарезными стволами. Они били на километр. А мы воевали ружьями образца 1812 года, наполеоновской кампании. То есть они стреляли на 400 метров. Мы отставали дико совершенно. У меня есть фраза, она историческая фраза, как Лорис Меликов говорит там генералу, который собирается докладывать Александру Третьему про военное положение. Он говорит, скажите проще, что мы отстаем от германской армии. Это дойдет. Ведь руководят миром амбиции разные. Понимаете? Чудовищное высокомерие и уверенность в том, что имею право. Прямо по Достоевскому. Имею право. Почему ты имеешь право? Когда политика вообще делается сверх голов людей, она всегда, так сказать, неэффективна. Потому что, во-первых, она бьет по тем же людям и так. Но вот это неумение как-то вот все-таки извлекать выводы
Вот смотреть, а что было? Ведь было же, все, к сожалению, было. А что вы почувствовали, когда вот вы один из самых революционно настроенных режиссеров? Ну, Ну ладно, сейчас такое слово опасное, но пусть нет, будет не опасно. революционно. В искусстве ничего нет опасного. Получаете предложение возглавить имперский Александринский театр. Как вы себе это объясните? Что вы хотите сделать с этим театром? Ну, вообще меня привел Мейерхольд. Я так считаю. Потому что Мейерхольд, он такой мой кумир с юных лет. Так получилось, что когда я учился в 60-х годах в Щукинском училище, то вот среди тех открытых фамилий, которые мы, так сказать, восторгались, был и Мейерхольд, конечно. Ну, Гротовский, там, Мейерхольд, там, понятно. И был один из его учеников, Леонид Воропаховский, такой режиссер, значит, который 17 лет почти отсидел в лагерях. Вот. Он преподавал у нас некоторое время режиссуру на нашем курсе. И он там много рассказывал о Мейерхольде. Пока я как-то вот просто зацепился и погрузился в это. И мне он жутко, так сказать... Ну, мы, во-первых, еще были перекормлены Станиславским в то время, потому что Станиславский был везде. Вот ни шагу назад, это везде Станиславский. Куда ни пойди, везде Станиславский. Это такие плохие ученики, они плохую службу служили. Они так сделали из него такую бронзовую фигуру, хотя на самом деле это абсолютно живой человек был. И абсолютно тоже революционер и новатор. На самом деле, не случайно они с Мейерхольдом, тот его ученик, они шли вообще друг к другу навстречу всегда. И после закрытия театра именно Станиславский пригласил его в свой театр поставить оперу. То есть он его прикрыл. Это все-таки 38-й, по-моему, год. То есть это очень серьезный шаг был. И никто не мог, даже Сталин, никто не мог ничего сказать, потому что это Станиславский, который его взял и пригласил поставить. Все от него отвернулись. Некоторые перестали звонить даже по телефону. Все оборвалось. Вот, поэтому я как-то был стукнут. И дальше было много всякого. Я уже центр Мейерхольда мы создали, потому что это было важно сделать дом Мейерхольда в Москве. Там комиссия Мейерхольдовская возглавила, там то-то, 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 то-то. И я всегда понимал, что этот театр Александринский, это был один из любимых театров Мейерхольда. Мейерхольд же работал здесь 10 лет. Поставил 19 спектаклей. И был приглашен в этот театр тоже в качестве такого бунтаря невероятного. И были многие против. Но директор тогдашний, Телековский, сказал: нет. Раз так все ругают, видимо, человек интересный. Надо пригласить. Долго меня директор театра тогдашний уговаривал поставить спектакль. Я вообще был против всех этих академических гробниц. Мне это все было ужасно. Но он меня достал просто. Вот, действительно. Он мне звонил в Испанию, где я работал, там. И жена мне сказала: слушай, ну поставь ты, ну что же он тебе звонит? Ну ты пойми, он тебе звонит, даже вот в Севилье ему работает, а он тебе звонит. Я думаю, ну ладно, что... И я с ним встретился, а я его знал, он такой был опытный очень, так сказать, директор. Он говорит: ну, я прошу вас, поставьте спектакль. Я говорю: ну, давайте, что, «Ревизор» давайте. Это же государственная пьеса, «Ревизор». Он говорит: давайте, замечательно. Я говорю: только давайте возьмем редакцию Мейерхольда. Ту-26 года, редакцию совершенно другую, скомпилированную из разных фрагментов вообще Гоголя. Из «Мертвых душ» там кусочки есть, из разных произведений. Он говорит: давайте, ваше право, все. Ну и как-то так началось, и я вдруг с удивлением обнаружил, что, во-первых, мне как-то хорошо вдруг стало в этом театре. Я это еще не понимаю. Кроме дырявых кресел, которые я там увидел, кроме того, что через зал во время репетиции несли какие-то ящики с коньяком, как потом оказалось паленым, потому что буфет находился на той стороне, и чтобы не обходить, они шли через зал. Я, значит, сказал: это что такое происходит? Я говорю: это на каждой репетиции? Они говорят: да, а что тут быстрее ходить. Бухгалтерия вдруг проходит по сцене, идет репетиция. Потому что опять быстрее пройти. Но я чувствовал какой-то мистический такой дух в этом театре. Вот что такое я чувствовал? Вот я сидел в фойе в Царском, сяду там и сижу. Директор выбегает: что вы здесь, пойдемте ко мне в кабинет. Я говорю: не, ну дайте я посижу. Мне хочется посидеть. Что-то такое у меня отзывалось. Вот неформулируемое. Что-то такое я чувствовал. И потом, как актеры тогда, 20 лет назад, реагировали вообще на то, что мы делали. С какой надеждой. Один актер пожилой сидит на репетиции. Я говорю: что вы сидите-то? Я говорю: я не люблю, когда артисты не работают и сидят.
Но если это не надо специально, я говорю, ну идите по там буфет, я не знаю, ну что, вы же не заняты. Он говорит, нет, ну можно. Я говорю, ну, пожилой человек. А потом вдруг у него глаз горящий, какой-то говорит, ну теперь мы дадим БДТ. Я чего думаю, при чем здесь БДТ? Ничего не мог понять. Потом оказалось, что когда БДТ был в расцвете, то в нагрузку продавали билеты Александрина. там. Весь народ шел туда. Мимо этого театра шли туда. И там не было билетов на спектакль. Но говорили, а вот вы можете пойти, тут рядом есть театр. А потом, когда мы рванули очень сильно, то было наоборот. И меня это очень порадовало. Что тут, говорили, вы не хотите в БДТ сходить? Вот тут вот рядом по Фонтанке вы пройдете. Это недалеко. И вдруг появилась возможность соответствовать. Поэтому у них были горящие глаза. Это была невероятная атмосфера, в которой они работали. Просто с такой пресс. Ну, Девоченко, во-первых, играл. Девоченко же в «Ревизоре» сыграл тогда? Да, грандиозный артист. Просто гениальный. Конечно, Мейерхольд, потому что, вот как бы я подумал, ну, это дом все-таки Мейерхольда в Питере, вот он тут работал, ну, давай попробую, редакции его. Все-таки он любил очень этот театр. Он его вспоминал беспрерывно, Мейерхольд. Даже работая в Москве, уже репетируя со своими актерами, когда он не мог добиться, там, скажем, чего-то на репетиции, он говорил, а вот александринцы бы это сделали. Вот не мог добиться. Я, когда начал изучать, что ему не нравилось. Ему не нравилось вот это переключение из трагического в смешное. Вот его актеры, казалось бы, да, там, и, по-моему, и Гарин там репетировал или нет. Ну, и Ильинский, по-моему, репетировал, там были классные артисты. Ему не нравилось, он репетировал «Водевиле Чехова», 33 обморока. Ему не нравилось вот это вот, что они медленно переключаются. Попали в этот жанр, застряли и не могут мгновенно переключиться в другой. Ему это не нравилось. Что он имел в виду, я не знаю. Потому что это очень трудно, и я не уверен, что, так сказать, многие вообще актеры, не только александринские, могут это сделать. Это вообще очень трудно, переключаться. А вы с Москвы на Питер легко переключились? Да, в общем, не так сложно, за исключением того, что если можно было зайти в капсулу и перелететь бы быстро, там, в течение 5 минут хотя бы, было бы лучше. Но хотя я привык. Конечно, это совершенно другой город. Он другой. Он другой, но с точки зрения работы, с точки зрения... Вот мне комфортно здесь всегда было, потому что это такая крепость. Это же Ватикан, Александринский театр. Это империя драмы. Такой не случайно возникла новая сцена, потому что когда я пришел, я понял, что нужна новая сцена, не какая-то малая там сцена, которая ничего там на 80 мест, там ерунду какую-то. Мы же много очень сделали всего, и это, и то, и развили, просто его подняли престиж этого театра, потому что это первый национальный театр. Очень много для этого было сделано. Поэтому, когда ты в таком пространстве, то город помогает. Есть ощущение, что вот с новой сцены вы успели попасть в тот короткий промежуток времени, когда это было возможно? Когда было востребовано вот новое, когда были деньги, и когда театр по-настоящему считался важным? Ну, такое ощущение есть 10 лет назад, конечно. Были деньги, да, 10 лет назад были деньги. И, ну да, попали. Но все в свое время, все так произошло, в общем, удачно. Но дом сейчас здесь или дом в Москве? Нет, ну я в Москве живу, здесь служебная квартира. Ну и здесь, и там фактически. Но семья там, в Москве. Ну вот Мейерхольд тоже, кстати, вот в этом спектакле 17-го года, он «Маскараде». в «Маскараде» прозревал очень все, что будет. Потому что там была трагическая ситуация на премьере. Вы знаете, что когда в феврале была премьера, то весь зал, вот эти дамы с обнаженными плечами, мужчины во фраках сидели, все. И когда последний акт, когда отпевание Нины, и там, значит, панихида по Нине, вот они сидели, промокали глаза, дамы платочком. Они не знали, что это панихида по ним. А он это почувствовал. Потому что эти люди, скорее всего, кто-то уехал, кого-то расстреляют через буквально полгода. Это была панихида по ним, по этой эпохе, по окончании этой эпохи и по этим людям. Вот это поразительно. Как вот бывает в искусстве, вдруг какие-то вот такие прозрения. Абсолютно последний акт. Черные эти занавесы, черные венки. Все. Интересно.
замечательное, знаменитое царское фойе. Прекрасное совершенно. 1881 спектакль премьерный этого сезона, в котором вы не просто застелили портер, вы еще сделали здесь арену, и там есть клоуны. Есть. И вы назвали это исторический цирк. Что это вообще такое? Как сценический жанр. Я назвал это исторический цирк. Я себе представил, что делать пьесу про двух императоров, про то время, и вот представишь, что это идет традиционно в неком павильоне, там одна гостиная, вторая, как было написано, кстати, в пьесе. Но это невозможно, это скучно очень. Надо было снять пафос, во-первых, все-таки всего происходящего и добиться какой-то живой жизни. Это первое. Второе. Когда ты делаешь в центре, это, с одной стороны, исторический цирк, то есть потому что история повторяется и в смешном, и в трагичном. Только, к сожалению, в жизни не клюквенный сок там течет, а настоящая кровь. Это другой вопрос. Но это так. А во-вторых, это сразу дает другую акустику, другое общение. Это для артистов очень сложно, между прочим, этот вызов. Императоров я выстраивал специально сцены такие личные, когда они вдвоем остаются, и один император, другой, и когда они так вцепляются друг в друга, потому что пытаются, а вдруг оборачиваются и видят, что вокруг света, вокруг люди. Им никуда не спрятаться. За ними все время наблюдают. Вот это еще дикая ответственность, дикое бремя, которое лежит. Ведь Александр III категорически не хотел быть. Он так надеялся, что старший брат займет это место, и все было нормально. А вдруг так получается, что он очень этого не хотел. То есть они все тяготились. И вот эта арена, она дает возможность вот этого одиночества. Я специально иногда там в какие-то моменты просто зажигаю свет, вдруг, и они съеживаются. И видно, то есть как они занимаются любовью или не знаю. И вдруг зажигают свет, и входят люди. Так у меня есть там сцена, когда открываются двери, входят, их убирают, все, с ковра сгоняют, все, переодевают. Жизнь идет дальше. Это для меня было важно, чтобы какую-то человеческую историю. А так вокруг это все время столкновения, так сказать, диспуты, столкновения. Это же интеллектуальное еще. Там есть линия такой драмы идей. Сталкивается один путь, другой. Вот Лорис Меликова. Победоносцев. Они тоже как бы, не клоуны впрямую, но некие тоже коверные. Поэтому специально я и ходил в современные костюмы и того, и другого. Чтобы подчеркнуть, что эти люди всегда есть во власти рядом, которые советуют правильно, чаще неправильно, так, сяк, пятый, десятый, которые руководят этими механизмами. А царская ложа является местом действия в том числе. Мы выстроили копию этой царской ложи на сцене. Поэтому там появляется император, здесь сидит оркестр, как это в цирке. Здесь сидит оркестр, который живой и который играет. Вот. То есть получается... Но потом ведь очень важно, почему еще в центре. Потому что в этом театре императоры, начиная с Николая I, они всегда бывали в этом здании. Николай I меньше, он не так уж сильно. Хотя он был на примере «Ревизора», очень смеялся, ему понравился, это известный случай. Александр II больше все-таки тяготел к музыкальному театру. Ему больше нравилась Мариинка, там, балет. А Александр III отсюда почти не выходил. Он жил в Аничковом дворце, и просто перейти ему было 2 минуты. Потому что о нем тоже есть представление, когда он немножко таком тяжелом, дубоватом, таком прямолинейном, там, любил все русское, такое, то-то. Не совсем так. Он обожал Чайковского. Он был на генеральных репетициях «Пиковой дамы». Ему жутко нравилось. Обожал Островского. Все время интересовался, не надо ли ему помочь, спрашивал у старшего брата, который был член Госсовета. Почему ваш брат ко мне не обращается? Может, ему надо помочь? Как у него дела? Организовал духовой оркестр, сам им руководил. Русские музеи собирал, но и при этом 13 лет войны не было при нем. Но при этом оба пропустили, и один, и второй, и папа, и сын, то, что росла третья сила, которая там повешенными и процессами некоторыми, ссылками не остановить. Это то, что у вас девушка в черном, которая танцует? Девушка, я специально вывел, так сказать, в эту девушку как бы такой образ такого рока смерти, такого, который знает, как бы, что все будет. Но, в принципе, это, конечно... революция террора? Конечно, это террор тоже, конечно. Поначалу я думал, сейчас мы в какой-нибудь ложе посадим подпольщиков, они там будут паять что-то бомбы, там что-то, смешно. Во-первых, мы знаем, чем все кончится. Чем мы будем опять залезать? Мы же знаем, что будет 917 год после этого, что все будет. Какой смысл? Значит, надо показать просто некую метафору, как бы,
вот от того, что будет, в виде вот этой вот женщины, очень мило улыбающейся, кокетничей с залом, которая знает, что этого убьют, и того убьют, и вообще придут все другие. Она все знает. Правда, что идея этого спектакля пришла в голову Миллеру во время спектакля «Рождение Сталина»? Это не идея пришла, но он подсказал мне. Ему понравился спектакль Сталина, и он сказал, а почему бы вот не продолжить вообще вот линию таких исторических спектаклей? А я тоже про это думал. Я говорю, да, конечно, это было бы правильно для Национального театра такую линию продолжить. Он говорит, ну, например, про императора, например, про Александра Третьего поставить. Это же такая личная. Он много знает, кстати говоря. Миллер очень исторически подкованный в этом смысле, информационный человек очень. Я говорю, да, интересно, да. А потом я начал думать и подумал, что самое интересное даже не просто про него спектакль, а именно вот эта шибка, когда отец ведет сюда, а тут и другая линия, а тут это, и вообще отец и сын. Вот это же интересно всегда, потому что не случайно они у меня появляются в финале, вдвое они стоят вдвоем в этой царской ложе, отец и сын. А вы не боялись выпускать 1881, там же автор сценария Акунин? Нет, я даже про это не думал, потому что Акунин – это писатель, так сказать, историк. А у вас были проблемы? Вам кто-нибудь звонил, говорил? Нет, мне пока не звонят. Вообще? Вообще звонят. Нет, я имею в виду по вопросам политическим. Нет, пока так напрямую не звонят, обходятся звонками директору. Директору я предлагаю, если что-то такое напряженное, сказать, чтобы позвонили мне. Доносы начали уже писать? На меня? Я пока не читал ничего. Как человек уже опытный, я понимаю, что тенденция к тому, чтобы цензура принимала вот те формы, которые там были в 70-х годах, например, условно. Ну, например, сейчас депутаты выкинули проект, значит, он обсуждается об общественных советах при Министерстве культуры и при управлениях культуры. То есть это общественные советы. Мы это все проходили. Мы это сами проходили. Я помню, у меня был общественный совет, который рассматривал в театре Ермоловой какой-то спектакль. Я их собрал. Милые люди там. Один инженер, другой. Это всех напихали по району там. Значит, общественный совет. Они должны были сказать, может этот спектакль идти или не может. Я им говорю, ребята, друзья мои, я говорю, ну как, ну зачем, вы чего, я говорю. Ну вот я к вам приду, я говорю, на завод. Я же ничего не понимаю. Вот вы инженер, я же ничего не понимаю. Как вы можете, говорю, он мне говорит, да, вы правы. И так другие. В результате все это рухнуло. Все это отменили, потому что это бред. Вот сейчас они хотят опять это повторить. Ничего не получится. Это же все проходили уже 20 раз. Бессмысленно. Ну кто будет там придет? Ну что они будут говорить? Что не так Чехова поставили, не так Гоголя поставили. Ваш любимый Мейерхольд, как вы думаете, надеялся, что обойдется? Ну, что значит надеялся, что обойдется? Ведь когда в 24 году у них были гастроли большие в Париже, нет, это было в Берлине, то Михаил Чехов ему сказал, зачем вы возвращаетесь? Что вы делаете? Неужели вы не понимаете, что вас там арестуют? И он ему ответил, из честности возвращаюсь. Из честности. Я не могу уехать из своей страны. Из честности. Вот его ответ. Они шли с Зинаидой Райх по Берлину, а там тоже были революционные состояния. Стреляли что-то, они побежали. И он весь такой перепуганный. И она ему говорит, Сева, ну что ж ты так испугался-то, Господи? Он говорит, Зиночка, ну я же не за себя испугался, я за режиссера Мейерхольда испугался. Ну неужели ты не понимаешь? Он себя делит. Тут же столько планов, столько громадье. Меня распирает от талантливости. Я боюсь, что меня убьют, вот эту часть мою убьют. А не меня, я-то ладно, но вот это. Он всегда был бунтарь, он метался, он принял сторону революции, он фотографировался в солдатской красноармейской форме. Тут в другом проблема. Он как не старался быть угодным, ну, как бы соответствовать, а вот какая-то белая косточка в нем. Вот до конца его не принимался. Он в «Ревизоре» 26-го года, абсолютно в этом «Ревизоре», вот так же прозрел, что будет со страной в 30-е годы. Вот этот чудовищный морок, мертвячье болото, вот этот ужас, который будет происходить, он абсолютно... Поэтому был не смешной спектакль. Демьян Бедный писал на него эпиграммы. Смех гоголевский, смех убил-то наповал. Все другое, понимаете? То есть, как он не хотел, он
чувствовал, что театр закроют. Но он чувствовал, что конец. То есть получается, что цена вот этого сохранения театра и себя – это убить в себе что-то живое, убить в себе гения, убить в себе бунтаря. Может быть, так? До какой степени убить? Можно, ведь разные формы есть сохранения себя. Ну, конечно, себя надо сохранять обязательно, потому что если ты себя не сохраняешь, то вот все, конец. У вас в очень многих спектаклях произносится эта фраза о том, что власть – это бремя. Правитель должен ощущать ответственность невероятную, но при этом, если он не уходит и продолжает служить, как солдат, он должен делать все, чтобы служить честно и служить до конца. А то, что вы доверенное лицо Путина, на вас возлагает какие-то обязательства? Ну, я был доверенным лицом, сейчас тоже доверенные лица. Это же тот институт, который работает во время выборов. Ну да. Сейчас-то мы выбирать не будем президента в ближайшее время? Или будем? Хотелось бы, знаете, честно скажу. Это другой вопрос. Хотелось бы. Нет, а я думала, что когда ты доверенное лицо, то ты и дальше, пока вот твое лицо служит срок, ты за него отвечаешь. Доверенное лицо – это на время избирательной кампании. Ну, вы сознательно шли. Тогда? Да. Да, конечно. И не жалеете. Что жалеть о том, что было правильно, с моей точки зрения? Нельзя же сейчас переписывать и говорить: ой, если бы да кабы. Ну что это это смешно. Смотрите, вы один из очень немногих крупных руководителей национальных, федеральных каких-то предприятий, я сейчас говорю не только про театры, а вообще, которые сформулировали свою позицию по отношению к войне. 24 марта вы дали интервью «Новой газете», где вы совершенно там четко и определенно высказались. Почему вообще люди, ваши коллеги в том числе, известные люди, режиссеры, артисты, писатели, этого не делают? Многие говорят в частных разговорах, что они хотят сохранить театр, сохранить картину, которую они снимают, сохранить свое место работы, а если это речь о церковных служителях, то сохранить свой приход. А почему вот такая вот зависимость? Я сохраню свое место работы, а там уж пусть власть сама разбирается. Ведь это же безответственно по отношению к стране в первую очередь. Ну, наверное, ну, мне трудно сказать. Каждый какой-то свой выбор. Ведь сегодня вообще вот такие времена, они определяют людей с точки зрения выбора. Это хорошо, я считаю. Люди определяются. Нет, ну, конечно, я тоже думаю о театре. Я не могу не думать. Вы не боитесь потерять свою должность? Нет, не боюсь. Но, с другой стороны, мне лет много. Раз. Во-вторых, я многого добился. Два. Я спокойно к этому отношусь. И у меня нет никакого страха такого. Я всегда предполагал, что надо, чтобы карьера за тобой шла, а не ты за ней. Поэтому, так сказать, ну, у меня нет этого уже страха. Может быть, лет там 15-20 назад я по-другому бы говорил. Но, конечно, я стараюсь быть и аккуратным, и выдержанным, потому что я не хочу ни в коем случае навредить театру только с одной точки зрения, потому что я считаю, что нужно делать все, чтобы сохранить художественное лицо. Нужно сохранять художественное лицо, и сегодняшняя задача для меня – это сохранение художественного лица, в частности, театра Александринского, вообще профессионального уровня. Потому что театр должен быть, и всегда он должен быть, так сказать, на передовой, то, что называется, творческой. А что было бы, если бы там вы, Могучий, Додин, Миронов, Хабенский вдруг вместе одновременно высказались? Вас же всех бы не уволили? Ну, что значит высказывались? Они все высказывались. Додин написал письмо в свое время президенту. Могучий, по-моему, подписывал вместе с нами письмо, которое мы писали. Кстати, удивительно, у вас на странице Википедии написано о том, что вы подписывали письмо в поддержку присоединения Крыма, но не написано о том, что вы подписывали антивоенное письмо. Ну, я это не интересуюсь этим, но там просто разные вещи, потому что поддержка Крыма – это совершенно другая история, чем письмо февральское или какое-то оно там было. Потому что в этом февральском письме мы же писали, там его неверно очень интерпретируют многие. Там же главная эта цель-то какая была? Попросить, убедить, призвать.
как можно быстрее сесть за стол переговоров. Вот главная задача была. Это действительно ни один разумный человек не может так не думать, что выше человеческой жизни ничего быть не может. Несмотря на то, что мы продолжаем упорно пренебрегать этим главным золотым правилом. Я уже цитировал Достоевского, но так и есть. Та же дубина, только оцифрованная. Все то же самое. К сожалению. А Крым – это совершенно другая история. Абсолютно. А чем она другая? Мне кажется, что одно следствие другого. Нет. Крым исторически много лет был наш. Давно. И он переходил. В каком смысле переходил? Ну, вот когда была немецкая оккупация, Великой Отечественной. Ну, как победили там? Крымский фронт. Там мы с ними воевали. И он был все время наш. А когда был Советский Союз, то там произошел вот этот казус, я считаю, юридический. Но в Советском Союзе это было возможно, потому что все 16 республик, сколько, я не помню, их было. 15. 15. Они же все были на равных. Потом же возникла, я помню это из учебника истории, новая общность людей, советские люди, новая общность. Поэтому передать вот это, как в коммунальной квартире, где один хозяин, все мы вместе живем, ну давай я у тебя возьму посуду, плиту перенесу в шкаф. Это было нормально. Взял, отдал, передали. Конечно, юридически это не было, так сказать, обусловлено, и это было непонятно. Поэтому, когда все это развалилось, в общем, если, тем более, там все-таки это был мирный переход, там, ну, при всех, так сказать, обстоятельствах, но все-таки мирный. А спецоперация, и сейчас уже ее называют абсолютно все СВО и так далее, да, военная, опять же, не гуманитарная операция, правда? Это все исторические костюмы. Это Тургенев, пелерина Савиной, сапожки Савиной. Раньше же гардероб должны были актрисы даже покупать за собственные деньги. Но это месяц в деревне, так я понимаю. Да, что-то такое тургеневское. У них с Тургеневым была какая-то связь. Говорят. Была. Вот, по-моему, маскарадный зал. Но вот это вот, когда мы делали маскарад, когда я делал, то мы просто делали копию всех этих костюмов и, в общем, здорово сделали. Хорошо они сделали. Потому что было сделано более 3000 вообще эскизов Головиным для этого спектакля. И тут все шили, расшивали, и тут и маски, и это, и то, и сё. И здесь и такие щеки. Огромное количество. Самая дорогая постановка за историю Российской империи. Но она длилась же много лет. Они же сначала к столетию этого самого Лермонтова ставили, к 1914 году. Ничего не получилось. Началась война. Значит, остановили репетиции, все то-то перенесли и выпустили только уже ближе к 16-17 год. Вот. И потом, когда было 200 лет, в 2014 году, значит, я сделал новую редакцию. Мейерхольд восстановил это все. По чертежам Мейерхольда мизансцены. Ну, довольно опасно рифмовать свою жизнь с жизнью Мейерхольда. Нет. У нас будет памятник, сцена новая. Теперь называется «Новая сцена Александринского театра имени Всеволода Мейерхольда». А во дворе будет памятник. Он будет как бы идти от новой сцены к основной сцене. Соединять новое и старое. А как это возможно в стране, где история про Сталина теперь опять обсуждается? Ну, это тоже естественно, потому что мы не выработали отношения к этой личности никакого. Абсолютно. Не выработали. Потому что люди из недружественной сегодня страны Франции, они выработали отношения. Там же нету... Там все памятники стоят. И Робеспьеру, и Д'Антону. А там гильотины работали каждый день. Там столько крови, что не снилось даже нашей революции. Что там было, что там происходило. Ну, я не сравниваю. Ну, так и раньше было. Да, но я просто говорю, поэтому... А мы не выработали к этому отношения такого определенного. Но, в принципе, мне очень нравилось... Когда вышли первые спектакли Сталина, что зал раскалывался пополам. Когда у вас вышло «Рождение Сталина». Да. Я помню такая ситуация, когда я, значит, смотрел, стоял в зале, когда там вот последний, когда, значит, Симак Петр выходит в гриме Сталина, уже старшего. Там аплодисменты, крики. Ну, в смысле, сделаны приветствия.
И начинаются аплодисменты дикие. Но они всегда начинаются в зале. И вдруг часть зала аплодирует, неистово совершенно. Часть вот так вот сидит, молчит. И ощущение, что будет драка. Вот просто в зале атмосфера такая, что вот сейчас что-то произойдет. И дальше эта статуя поднимается, Сталина наш там поднимается, и не доходит до конца, она на полпути останавливается. Тут финал. За мной бежал человек после премьеры и говорил: а почему у вас статуя не остановилась на полпути? И я иду. Он за мной до кабинета: нет, вы скажите мне, почему она остановилась на полпути? Я говорю: остановился, остановил. Нет, почему? Вы хотели, чтобы она остановилась? Я говорю: хотел. В ум ушел. И вот тут вот прямо ощущение, что будет драка. Просто будет драка. Почему вам важно было сделать это рождение Сталина? Ну, потому что мне нужно было проанализировать все-таки вот механизм, как вот человек кончается, и диктатор появляется. Потому что, видимо, происходит что-то вообще у любого диктатора, у любого, так, с какого-то момента есть предрасположенность, конечно, и что-то происходит такое, когда вот появляется некое вот это вот ощущение, что я второй бог, я знаю, мне разрешено, мне право дано по Достоевскому. И вот это чувство было очень интересное. И мне было интересно вот это именно, потому что он же был очень способный молодой человек. Очень хитрый, очень такой проявляющий способности. И в этом смысле очень такие аферистично. Ну, как можно было в семинарии в подушку ректора зашить «Капитал Маркса»? Ну, это же надо придумать было. Когда полиция нагрянула в семинарию, искала литературу запрещенную, все перерыли, все кельи. Ну, к ректору же не пойдут в келью. А он зашил в подушку ректора запрещенные 2 книги. А вы поняли, в какой момент в Сталине кончился человек и начался диктатор? Вот это опьянение идеей, во-первых, да, которое его захватило целиком. И когда окружение стало его тоже делать. Это важный момент. Вот эти все люди, которых потом поубивал, они же его боготворили. Он их, так сказать, приручил. Они его боготворили. Неужели они не видели, что он чудовище? Получается, что не видели. А когда увидели, то уже было поздно. Это на каком-то таком частном уровне, на быстром таком уровне, мне кажется, сыграло свою роль. Понимаете? Я думаю. Погодите, получается, сначала они его очень любят, а потом им уже просто страшно ему сказать, что он чудовище, и страшно что-то сделать, чтобы... Конечно. Ну, даже по спектаклю, если взять, он же всех убил. Всех вот этих, кто его, так сказать... Но он убил не только их, он убил еще... Нет, если говорить про спектакль, а так-то вообще-то... А как может человек так ненавидеть граждан своей страны, чтобы уничтожить их в таких количествах? Но уже наоборот, он не считал, что он ненавидит граждан своей страны. Он считал, что он борется с врагами, которые мешают. Важно, опять же, Федор Михайлович Достоевский, мы сегодня упоминаем, он сказал хорошую фразу. Самое главное – договориться с самим собой. Он решил, что он имеет право, что он второй бог на земле, что у него миссия. Когда вот там спорят, там, что он религиозный был, нерелигиозный, там есть какая-то мистическая фигня. Он не был, конечно, иступленный верующий, но он побаивался немножко, так сказать, на всякий случай. А вдруг долбанет. Так он к этому относился очень так по-разному. Хотя их всех перестрелял тоже, посадил. Потом опять открыл в конце войны, снова все семинарии открыл, там то-то открыл. Но вот это ощущение, что мне разрешено, я делаю новое государство, я спасаю людей, я делаю... А это так шлак. Как это? Один человек – трагедия, а миллион – статистика. Чудовищные правила совершенно. Ну, не случайно же, Катя, у него любимая книга, это в Тбилиси, она лежит, эта книга в архивах. В госархивах мы ее видели, нашли. Это «Бесы» Достоевского. Он ее наизусть знал, это произведение. Особенно «Нечаевский манифест». Странный парень. Он сидит, читает Достоевского, лежит. Может, и «Бесов» читает. Идет Новый год в Батуми. Лежит, читает. Ну, факт. Они там все веселятся. Новый год, 12 часов. Говорит: Сосо, иди к нам. А он лежит там, на веранде холодной, закутанный там в шинель. И читает молодой человек «Бесы». То есть это неинтересно. А интересно вот это вот. Это все так, пусть веселят. Потом подойдет к ним, скажет тост, может, выпьет бокал вина. Руководить миром. Это чудовищная совершенно, так сказать, амбициозность. Все равно амбициозность.
гигантская, которая, конечно, имела и какие-то положительные свои сдвиги. Но считается, что он выиграл войну, хотя не он выиграл войну. Народ выиграл войну, люди выиграли войну. Но, конечно, его тоже усилия там есть. Да все есть, но вот это вот «я могу», это да, серьезно. Вы знаете, почему вы здесь? Потому что будет война, и мы все погибнем в этой войне. Вы хотите это предотвратить? Что? Отвечайте на мои вопросы, Владимир, и вы сможете это предотвратить. Я не смогу. У фильма «Петрополис» какая будет прокатная судьба? Это меня тоже очень интересует. Мы можем содержание слегка рассказывать? Ну, можно, наверное. Есть человек, Каких-то ученый, изданий, да. который мог бы остановить надвигающуюся войну, но в итоге не может. Может быть, мог, да. К сожалению, он до конца сам, если бы он обладал этим правом остановить полным, то, наверное, по-другому бы развивался сюжет. Но это даже дело не в этом. Меня, опять же, больше всего интересовало. Меня что зацепило? Меня зацепило, во-первых, то, что сделали спектакль в 2016 году. То есть прошло 6 лет. 6 лет. И тема спектакля, вот амбиции руководителей, да, вот это вот чудовищное, так сказать, высокомерие, она не ушла. Тема-то вся больная. Она, так сказать, как бы звучала и звучит. Более того, в перерыве мы в 2019 году ездили на гастроли с этим спектаклем. В совершенно другом варианте показывали это без техники, без там. Это в Японии на международном фестивале. И там было много народу разного. И они так реагировали именно эмоционально, именно вот на эту тематику. То есть для них это тоже было. И я подумал, что это очень работает вообще. Работает для всех людей, не только для наших, для русских. Это работает вообще. И подумал, что надо снять фильм, потому что это более, так сказать, такое интернациональное, это более такое... Ну, потом другие возможности, конечно, не так, как в театре. И вот это главное было. И так и оказалось, потому что вроде прошло 6 лет, совершенно другой, конечно, сценарий был переписан автором Кириллом, так сказать, Фокиным. Естественно, кино и театр – разные вещи. Но, судя по просмотрам, так сказать, это работает. И дело там же не в таком ученом, а дело именно вот опять в том, что принятие решений, люди, которые должны принимать решения, к которым обращается эта высшая сила, но они не принимают этого решения. Они пугаются и не хотят, вот то, что называется, «ни пяди родных амбиций не отдадим». Потеснить собственное, так сказать, самолюбие и всякие гигантские планы в своей голове и в сердце не можем, если они начинают управлять нами. А это такой момент, такой вот. Вы же 2 года назад сняли этот фильм, начали снимать. Мы начали снимать, и началась пандемия. Мы уже были в Японии, мы уже смотрели натурные съемки. Мы уже, так сказать, должны были снимать в Америке, в Японии. Но потом все завалилось. И тогда мы придумали с художником Алексеем Трегубовым совершенно новое решение. Я сказал, что давайте снимать в павильоне все. Потому что это коридоры памяти его. И поэтому это нормально, что он заходит в эту комнату, он в Америке, в эту он в Японии, то-то, и все. И не надо ничего делать. Это даже лучше. Так бывает часто в искусстве. У меня так было много раз. Когда вот мне отменяли там что-то или запрещали даже, сказали, вот без этого должен идти спектакль, иначе мы его не выпустим. Вот это ты думаешь, как, что, сходишь с ума. Потом раз придумывается решение, которое гораздо лучше. Слушайте, ну вот вы 20 лет не снимали, а почему вы решили все-таки снять? Ну вот я почувствовал, что это современно, в хорошем смысле слова, и что нужно снять. Да. Кино ведь это манкая очень вещь. Она манкая. Она такая... Я заходил в эту комнату под названием «Кинематограф» там несколько раз, но хочется еще раз туда было зайти. Вот это чувство я испытывал. Мне все времени нет, потому что театр это отнимает очень много времени, и это другое искусство, другие правила, все другое, другие законы. Вот, и поэтому, когда получилась такая возможность, с удовольствием мы это сделали. На примерах артистов, сыгравших главную роль в фильме, удивительно, как раскололась наша жизнь. Когда вы начинали работу над фильмом, никто не знал о политических взглядах ни Юли Снегирь, ни Шагина. И вот оказывается, что один абсолютно поддерживает специальную военную операцию, а другая абсолютно против войны.
Я очень хорошо отношусь и к одному, и к другой. Юлю я видел последний раз, когда у нас был тоже такой просмотр в Петербурге картины, я ее видел. Нет, мы с ней не разговаривали на эту тему. Ну, это нормально. Ну, а что, это их выбор. Ну, я не ужасаюсь, потому что дело в том, что каждый, я еще раз говорю, имеет право на собственное мнение и на выбор. Ну что? Вы можете там вздрагивать от того, что у них в голове там, да, вот что он такое может сказать, до чего-то. Но это его мнение, его выбор. Я вообще считаю, что правд ведь много, а вот зацепить хоть чуть-чуть истину – вот самое сложное. У каждого своя правда. И Антон, который очень, очень способный артист. Более того, я считаю, что в этом фильме он проделал большую работу. Я его там немножко нагибал и, так сказать, переводил его в другое качество. Не в качество такого открытого темперамента, такого немножко, так сказать, прямолинейного, а в качестве заставлял его думать прежде всего, чтобы мысль была. Все-таки он ученый. И он с этим начал справляться. Сдержанность. Вот это то, что ему не свойственно. Сдержанность. Как актеру. Это для него было трудно профессионально, очень. Вот. Но, тем не менее, он справился. Но у него же и сложная жизнь была, и он, так сказать, у него сложная биография. Воспитывала тетя, сестра матери, родители. Это тоже такой поселок где-то там, чуть ли не шахтерский. Там все не так просто. И это тоже ведь откладывает. На наше детство откладывает отпечаток. Мы видим только одну правду. Самое главное – увидеть середину. Потому что, когда я говорю о том, что гибнут люди, я имею в виду прежде всего наших, конечно, людей, да, наших. Но я имею в виду и тех людей. Все гибнут. И там, и там. Ну, там вот это чудовищно. Там гибнут больше, и гибнут мирные жители. Дело не в том. Ну, и у нас гибли и в Донецке, и в Луганске мирные жители. Дело не в пересчете. Тут все, понимаете, истина вообще она посередине. И то она бывает такая плавающая. Все время не понимаю такой простой штуки. До 2014 года в Донецке никто не умирал. Слава тебе, Господи, что я не политик. Но как человек, занимающийся все-таки вот театром, там, но я не могу не обращать внимания на то, что происходит в жизни. Это невозможно. Я вообще стараюсь, как Лорис Меликов, это министр был, вторым, быть посередине. А я, кстати, заметила, что в спектакле он вам больше всех нравится. Он мне очень нравится, да. Потому что он абсолютно прозорливо указывал Александру II, который очень, оказывается, был, и тоже для меня было открытие, человек, мы так привыкли, реформатор, то-то, 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 с большим трудом в него вкладывали вот это вот, подпиши эту реформу. Почему они многие-то ведь не дошли, и Александр III много корректировал из этих реформ. Меня поразило, что Победоносцев и Лорис Меликов, которые непримиримые идеологические враги, в их переписке через каждые 2, 3, 4, 5 фраз говорит, ну так же будет хуже для России. Почему вы так? Нет. Вот это патриоты. Вот полное идеологическое непримирение. Один говорит, так надо идти, другой говорит, так надо идти. Но мысли даже нет о том, чтобы навредить дому своему. России. Это меня поразило. Поразительное качество, между прочим. Потому что сегодня же у нас полный раздрызг в этом смысле. Ну, кажется, в политику вообще человек должен идти только ради того, чтобы сделать лучше своей стране. По идее, да. А то получается так, что стакан этого самого березового сока выпил и патриотом стал, с утра хватанул. Но это же все не так. Поэтому Лорис Меликов, да, он прав, потому что он делал лестницу. Совершенно очевидно. Это тоже расковыщенная цитата Акунина. Он пишет о том, что надо построить лестницу. Нам долго очень идти. Он самое главное понимал, с чем мы сталкиваемся и сегодня. Он понимал, что реформы, спущенные сверху, должны дойти до людей. Это самая большая проблема. Горбачев не смог своими реформами дойти до глубинности. Ну, Горбачев был у власти 6 лет. Конечно. А он понимал, Лорис Меликов, что это долгий путь. И надо постепенно им... крестьяне не приняли отмену крепостного права. Это же не просто взяли, объявили. Вы теперь будете... Ну, они так стоят, чешут. Знаменитые. Вот тебе бабушка Юрий в день. И чешет затылок, картина известная, Передвижников. Он не понимает, о чем ему говорят. Какая свобода? Чего? Потом начали придумывать банк, займы, помещики против, естественно. Это целые пласты. Поэтому Лорис Меликов, он правильный человек. И потрясающий вообще, который не согласился с политикой Александра III, подал в отставку. Тоже пример большой. Хотя его уговаривал Александр III остаться и предлагал. Он сказал, нет, я не могу.
и уехал. И все. Очень все непросто. Стараться надо все-таки видеть любое явление, как мне кажется, но не вот только с одной стороны, а в объеме. И там есть правда своя, и там есть своя горечь. Я знаю людей, которые же после 2014 года жили в Донецке, там, в Луганске. Я знаю, что они рассказывали. Это была невыносимая жизнь. Но до этого-то жизнь была нормальная. А потому что нужно было найти вот эту самую... перешагнуть через амбиции. Я все время вспоминаю, как мой старший сын. Человек. Это арест? Да, арест, да. Мы сидим в этой самой, как в песочнице, и у него прекрасный совок. И он играет совком. А у мальчика рядом какая-то деревяшка. Он подходит, я с удивлением смотрел, вперед, и отнимает у него эту деревяшку. Тот не отдает. Он ему не то что предлагает, дай поменяем. Нет, это само собой. А вот дай мне вот это вот, и все, и деревяшка. Хочу, чтобы моя была деревяшка тоже. Что это такое? Это вот генетика. Это вот какая-то вот такая вот наша вот природа. Я ему говорю, а ты что? Этот начинает реветь. Я говорю, зачем тебе, я говорю, деревяшка? Ты посмотри, какой у тебя совок. Нет, это тоже уже почти... Слушайте, а это правда, что арест не пошел ни в какое искусство, ни в театр, никуда, а стал следователем? Он адвокат. То есть он не работал следователем? Нет, он работал некоторое время в комитете по наркотикам, был такой, в следственном управлении. Да, работал, но он не был следователем. А как так вообще вышло, что человек пошел, мягко говоря, не по семейной линии? Это нормально и хорошо, что не пошел. А что? Он поступил на юрфак, закончил юрфак, и оттуда пошел, решил все-таки пойти на землю. И вот так вот попал в этот комитет, а потом уже ушел оттуда и стал адвокатом. А другой ваш сын Кирилл, он сценарист? Сейчас защитил диссертацию, да, он теперь кандидат, как называется, политических наук, политолог. Он закончил вышку. Но сценарий он пишет и для ваших спектаклей, и для ваших фильмов. Он пишет и сценарии, не только для меня, и, так сказать, и книги пишет, и он, да, но это не главное его занятие. Он все-таки... еще есть профессия, я не знаю, какое главное занятие. Меня радует то, что он не зациклен на том, что он там Лев Толстой, условно говоря, и, так сказать, он с удовольствием занимается политологией. Защитил диссертацию. И еще он после начала войны, которую в России называют спецоперацией, уехал за границу. Он уехал не из-за этого. Он уехал из-за того, что у него сейчас договор он будет снимать картину. По его сценарию будут снимать картину там. Угу. И он уехал туда. Сейчас у них переговоры с продюсерами. Такой предпериод такой. Как вы все в семье между собой разговариваете? Вы вообще избегаете политических тем или говорите о них? Как в любой семье. Что-то говорим, что-то избегаем, что-то не избегаем. Нормально разговариваем. Да? Как вы считаете, сейчас театр необходим такой, который удивляет все время, то есть такой вау-эффект, когда и арена, и сверху спускаются, и снизу спускаются? Или все-таки театр должен действовать в каких-то своих традиционных рамках? Я к этому отношусь так, что можно и то, и другое. Важно зачем. Смысл должен быть. Если смысла нет, или есть просто... Давайте традиционно, потому что нам это ближе, мы это любим, нам удобнее запах кулис, мы без них не можем. Это демагогия и, так сказать, консерватизм такой гнилой. Его очень много в театре. Театр, как ни странно, очень костное такое вообще искусство. Такое театр. Очень много, поскольку много психологии сталкиваются, и люди, которые когда-то имели что-то, они уже это узурпируют. Так бывает часто. И думают, что вот традиция, а под традицией они не понимают, что это такое вечное, то, что надо взять и начинать шлифовать и соотносить с тем, что за окнами. А вот мое, вот это я так умею, и не пяди родной земли. Но при этом демагогически говорится о традициях, о том. Это очень много. Это распространенное явление. Я это все проходил, я это все знаю в разных театрах, в том числе и за рубежом. Масса таких. Я работал очень много за границей. Там тоже такие актеры. Это возрастное, и не только возрастное, это естественно. Люди цепляются за стабильность такую профессиональную, вот как им кажется. Вот чтобы что-то другое, а вдруг не получится, а вдруг я не буду иметь такого успеха. Я помню, как в Польше мне один артист известный
такой, такой, который много лет работал. И он у меня там играл какой-то эпизод. И он мне говорит: только я прошу тебя, отпусти меня, чтобы я на поклоны не выходил. Я говорю: почему? Ты прекрасный. Ну, меня город знает. Ну, что я буду на поклоны выходить среди... Ну, я говорю: ну, хорошо. Вот психология такая, так сказать, тоже больная. В общем, ну, эта профессия же такая нервная, особая. Не хочешь, чтобы город его узнавал. Там он играл все-таки в костюме, там чего-то. А тут он выйдет со всеми без всего, скажет: а что это он так играл? А где же он играл? Какая маленькая роль. Его же вроде нет. Да он маленький, вот так вот выходил. Не хочет. С одной стороны, можно поставить и, как вы говорите, вот так сказать, традиционно, да, такую сделать постановку, если это надо, в павильоне, с мебелью, там, с горячим самоваром, там, ради бога. Но только зачем? Если в этом есть смысл художественный, и если это актуально с точки зрения сегодняшнего дня, да ради бога. Но можно и нужно работать и в других формах обязательно, потому что одно должно вообще, так сказать, влиять на другое. Вот у Мейерхольда самая великая на эту тему формула, что традиционализм должен сочетаться с новаторством. Одно должно питать другое. Просто кажется, что, может быть, для того, чтобы испытывать эмоции, чуть позже можно будет просто подключать чип, и вот ты почувствовал себя Раневской, а вот ты почувствовал себя Фирсом. Да, такая опасность есть. Я про это тоже, кстати, говорил. Очень интересно, что вы это прямо озвучиваете. Что мы дойдем до того, если цифровизация наша, вся чипизация дойдет до предела, то, конечно, театр будет выживать очень сложно. А вы боитесь этого? Нет, я просто предвижу, что такое может быть. Потому что, конечно, так удобнее. Сидишь на диване, и, во-первых, ты узнаешь заодно сюжет пьесы, который ты не знаешь. Там Чехов какой-то, там что-то такое. Сегодня же много молодежи, которая просто этого ничего не знает. Ничего в этом страшного нет, но так случилось. Я тоже не вижу, да, в этом ничего страшного. Ничего страшного нет, но им надо это объяснять. Потому что когда мне один мальчик сказал, мы ставили живой труп, говорит: это что, про кризис зрелого возраста пьеса? Я говорю: да. Я говорю: правильно. Ты, я говорю, зайди, посмотри сначала. Потом он вышел, говорит: ну, это не совсем про кризис. Я говорю: видишь, не совсем. То есть это нормально, но подтягивать их надо. И, конечно, вот это вот можно развлечься и стать и Раневской, и то, и пережить одного персонажа. Все это может быть. Конечно, это убийство театра как такового, живого. Потому что сила театра в живом непосредственном общении, в живой контактности. Но, с другой стороны, я думаю, что выживет, обязательно театр выживет, даже в этой ситуации, но выживет, может быть, театр элитарный. И тогда билеты будут дорогие. Тут радостно. Многие мои коллеги просто зааплодируют. Касса у них появится и так далее, и так далее. Но это я шучу. Потому что элитарный зритель – это не обязательно 3 высших образования. Это просто любовь к театру и знание театра, умение как бы и желание считывать несколько планов в спектакле. Вот не сюжет только видеть, а вот считывать планы. Такая публика наверняка будет обязательно. Она будет маленькая, может быть, может и нет. Мы тоже ничего не знаем. Но займет. Потому что я к этому отношусь так трезво. Вы помните «Современник» 70-х? Конечно. Что это был за театр? Это был театр, в котором прежде всего была такая гражданская интонация. Она могла быть скрыта. То есть сказать, что в советской власти это плохо, это было очень важно. Иногда артисты в «Вишневом саде», значит, говорили про «Вишневый сад» или про что-то, но с подтекстом, что советская власть – это очень плохо. Это был перебор. Но зритель все понимал. Как это же безумие. Это безумие, это абсурд. Но, тем не менее, действительно, «Современник» все-таки, несмотря на застой, жуткий контекст этого времени, он соответствовал своему названию. Сегодня, с моей точки зрения, он не соответствует. Но тогда соответствует. Потому что там был и Володин, и Рощин, там были Вампилов. То есть там были те авторы, которые говорили все-таки про сегодняшний день. Довольно остро. И не случайно эти спектакли всегда. У меня провинциальные анекдоты 8 раз принимали. 8 раз. Я просто выходил из зала, сидел один человек из горкома партии, я помню, не отрываясь писал. Весь спектакль. Артисты играют нас и какие? Табаков, Даль, Щербаков, Вертинская, просто Никулин. Выдающийся артист. Он сидит, пишет. Все время замечания. Я так дверь открою, смотрю, пишет. То есть были чудовищные цензурные, так сказать, дела. В других же театрах так не принимали.
Еще надо было литературные получить разрешение, так называемый лит, главлит, еще на пьесу. Тебя еще тягали в министерство. Были женщины-редактора, которые все понимали прекрасно, но они хотели, чтобы это вышло. И поэтому они говорили, уберите вот эти две фразы. Я говорю, как? Не-не-не, а зато мы оставим вот это. То есть это была целая вообще, это вообще мир, о котором вообще надо снимать фильм. Отдельно. Вот слушайте, Валерий Владимирович, это для меня самый большой вопрос. Да? Если все понимают, но все равно говорят, ну уберите эти фразы, потом мы пропустим. А почему нельзя не убирать и пропустить? Потому что такое время было. Ну, а почему нельзя было убирать и пропустить? Ну, так была устроена идеология. Так была устроена... Так она же была устроена, потому что все с этим соглашались. Но дело не в том, что соглашались. Взять и всем сказать, что мы с этим не соглашаемся, это бессмысленно. Нужно все-таки найти правильный момент, когда, как это сказать и как это сделать. А если не будет момента? Ну, надо приближать его. Это правда, что в «Современнике» вас КГБ вербовали? Не, пригласили просто. Я был уже такой молодой, подающий надежды режиссер, поэтому вот, давайте там, тут. Ну, там была одна очень смешная история, потому что я потом, не подружился, слишком громко сказано. Но все-таки мы были в очень хороших отношениях с Ковалевым, таким Николаем, который был, между прочим, сценаристом фильма «Лунгина», и который был генерал-полковник, потом ФСБ, начальник вообще ФСБ. Вот он меня и, так сказать, привлекал, будучи молодым тогда. Он тогда работал в московском КГБ. Он был как уже начальник такой маленький, но все-таки начальник. Там были кураторы же, у каждого театра были кураторы. Собственно, как и сейчас это есть. И я помню, когда он что-то ты должен нам помочь, там что-то, то-то. Я ему говорю, так, стучать на людей не буду. И дальше вот гениально. Скажи мне, стучать на людей не буду. Стучать на людей не буду. Почему сразу стучать? Я понял, что эту фразу ему уже говорили неоднократно. Да нет, есть консультация. Я говорю, консультация – это другое дело. Я говорю, если рассказать, мы же не понимаем там в театре. Я говорю, это другое дело. И что нужно было рассказывать? Да ничего не нужно было. Так ко мне, по-моему, и не обращались ни за какой консультацией. Пушкин – это знаменитый портрет. Вы видите, что он такой лукавый. Он такой непарадный портрет. Он такой, так смотрит, так немножко с прищуром. Этот портрет принес в этот театр в начале войны человек и сказал, не хотите ли вы купить портрет Пушкина? У меня есть. Я вообще художник, не объясняя ничего, я его продаю. Сказали, оставьте этот портрет, мы должны эксперта позвать, посоветоваться. Дальше началась война, он ушел на фронт, как потом мы выяснили, добровольцем, блокада, то-то, погиб. И дальше этот портрет так тут остался. И когда была в 2006 году у нас реконструкция генеральная, то я, собрал экспертов, и, они посмотрели, действительно, был такой художник во время Пушкина. И 3 эксперта сказали, что это прижизненный портрет Пушкина, может быть, а 3 сказали, нет, это копия, потому что этот, кто принес, и который погиб, он племянник его какой-то, внучатый там какой-то, тоже был художник. Он так тут остался, поэтому так тут в театре шутят, что Пушкин сам пришел к себе. Но мне нравится он то, что он такой непарадный, такой цыганистый такой немножко, да? А там эта скульптура Мирхольда стоит, такая по Григорию. Это такой памятник у нас будет стоять во дворе. Центр Мирхольда. Кто автор концепции? Как вообще это пришло в голову? Когда я говорю, что Мирхольд привел меня в Александринский театр, то сначала он меня все-таки привел в театр Ермолова, в котором работал театр Мирхольд. Первое, что я сделал, когда меня туда назначили, это перестройка, это 85-й год. Это сразу после очень громкой премьеры сцены из спортивной жизни? Нет, «Говори». Первый спектакль был «Говори». Угу. Его называли визитной карточкой перестройки даже этот спектакль, потому что это действительно был взрыв, когда, мы все подумали, что если мы будем говорить, так вы предлагаете, говорите, то все поменяется. Оказалось, что это совсем не так. Говорить-то можно. Надо что-то сделать точное для того, чтобы поменять. Мы тогда этого не знали, потому что все вырвалось. Но это просто был феноменальный успех. Ломали двери. Там творилось бог знает что.
Я помню, у меня кабинет был, и вдруг я слышу крик перед спектаклем. Выбегаю, сломали дверь, милиция ничего не могла сделать. И женщину какую-то несут грузинского вида на плечах туда в фойе, и она кричит: «Не хочу в театр! Не хочу в театр!» Как раз она встала в очередь, думала, косметику продают на улице Горького. А оказывается, в театр ее несут. Это было что-то страшное. Конечно, это вообще перестройка, это отдельный момент. Я очень, так сказать, рад, что мне повезло, что я пережил этот момент. Это момент абсолютного такого подъема, желание, так сказать, все изменить, в это превращается в СТД, тоже непросто, тоже с сопротивлением. Я помню, что, собственно, я принимал участие как секретарь Союза тогдашний при Ульянове, один из первых секретарей, в том, что мы отменили вот эту цензуру. Потому что на спектакле, который показывался в театре Ермолова «Эмигранты», «Помрошку» по пьесе, где играл Козак такой, Рома покойный, и Феклистов, значит, Саша. Пришла комиссия, пришла часть, я как секретарь вел это все заседание, пришел представитель главлита, Министерства культуры. Там, и одновременно мы поставили вопрос, что надо кончать с этой цензурой. Это уже был год 80, наверное, 7-й, может быть, где-то 6-й. Вот. Довольно жестко. Мы разговаривали с ними очень жестко тогда. У них только глаза выпали. Это вообще было очень интересно. Психологически тоже. Когда я говорю: нет, так не будет, замминистру. Вы прекратите. Все, кончилось. Сейчас так можете? Нет, так не могу. Нет, я могу по-другому. Но так не могу. Но дело в том, что это все равно, так сказать, кроме какого-то мгновенного такого удивления и что поменялось время, дальше-то надо было дальше. Дело же не в том, как ты ему ответил, и что он тебе там кивнул, а у него уже здесь-то все сопротивляется. Надо было уже поменять весь аппарат, надо было поменять все мышление. Не получилось. Не получилось. Это очень интересно. Потому что я помню, как Ельцин приходит кстати говоря, на спектакль «Говори». Его же тоже не разрешали еще пока. Только вышел. И Ельцин приходит, смотрит спектакль, и Демичев сидит. Министр культуры был. Хорошо ко мне относился, кстати. Очень интересно, что он любил театр. Такое бывает. Он там, например, мне говорил, приходил там, говорил: вы не посмотрите, Валерий, вы не посмотрите со мной спектакль? Я думаю: ой, Господи, такой ужасный спектакль этот. Этот странный русский, если артист вымазывался черной краской акварельной, играл там, вернее, артисты вокруг играли каких-то деятелей из Конго, там, а он русский журналист, бред! И большими буквами на заднем плане «Кока-кола». Это какая-то жуть. Его выдвигали на какую-то премию государственную. И приезжает Демичев. Говорит: вы не посмотрите? Что я могу сказать министру? Конечно, Петр Николаевич, с удовольствием. Садимся с ним в ложу. И я смотрю, за ним наблюдаю. Он весь растворен в действии. Переживает. Эти там с фанерными автоматами ходят, значит, что-то такое. Кока-кола горит. В белой рубашке русский журналист там правду чешет. Он весь вот так вот сидит. Думаю: нифига себе, тут же не нравится театр. Ему нравится, как артист играет. Вот это удивительная у нас страна. Вот человек как бы совершенно другой идеологии. Да, уж такое у Жоржа любимого-то как гновил с таганкой Демичев. А при этом вот какие-то вещи вот ему нравился театр. Другой ему театр нравился. Вот не таганка, а вот другой. Кто боится Вирджинии Вульф, он приходит, где играл Волчок, Гафт, там, Ниелова. Тоже принимает, он приходит. Вот так вот спектакль висит. Американская пьеса, что-то они там выпивают все время, какие-то там что-то не то. И, значит, сидит. И я смотрю по глазам вот этих вот чиновников второго ряда, что они такие уже чувствуют, что сейчас конец тебе будет. Меня зовут в перерыве, в антракте. Я прихожу, там чай, колбаса докторская. Хотел съесть, конечно, очень по тем временам. Бутерброд с доктором. Но не стал. И дальше вдруг он говорит: скажите, Валерий, а о чем вы делали этот спектакль? Ну, все, привет. Я начинаю говорить: потому что нужно было их там как-то немножко показать, что они, в общем, растлеваются, то-то какую-то хинею. Он так смотрит на меня, смотрит, эти все довольные. Говори.
И вдруг он говорит: а мне кажется, вы ставили спектакль о любви. Я просто не имею. Я говорю: ну, в общем, да, потому что тут он говорит: вот мне тоже так показалось, да, почти. И смотрю, этих ребят так глаза разрешат. Вот это вот свойство нашего, я не знаю, характера, национального. Я не могу это объяснить. При этом, так сказать, и вот Ельцин приходит на говоре, сидит Демичев. И я обратил внимание, как сидит Демичев. Этот секретарь горкома партии, новый. А этот кандидат в члены Политбюро. Сидит, опустив голову почти. А этот, как хозяин, садится у меня в кабинете. И говорит: ну что, Петр Нилович, вот так вот. Хороший спектакль. Я видел такое все. В Свердловской области. Ходил в резиновых сапогах. Какая жизнь там была. А? Как вы считаете? Вот так вот. Тот: да. Вот, мне кажется, хороший спектакль. То есть поменялась власть. Все поменялось. А 100%. И этот сидит тут. Через несколько дней там какой-то пленум был, и он уже в своем докладе, Демичев, читает: спектакль «Говори», то-то, то-то, «Диктатура совести» Марка Захарова, первый спектакль, Все разрешили. Тоже не пускали до этого. Странная эта вещь, власть, конечно. Мы с вами не договорили про центр Мирхольда, центр, который вы создавали как экспериментальную театральную площадку, и она была совершенно невероятной для Москвы. И теперь это часть театра «Школа современной пьесы», который был всегда конкурентом вам. Вы же одновременно начинали. Ну да, но начинали-то мы одновременно, потому что 2 здания было построены в 2001 году для первой международной театральной олимпиады. Там был Анатолий Васильев. И определенная конкуренция между нами, естественно, была. Все понятно. Но дело в том, что потом Васильев уехал в силу определенных причин. Так сказать, его выжили. Ушел, выжили, уехал. В общем, все. Дальше там полный застой. Ну, Крымов еще, Дима. Когда пришел, там было несколько интересных работ. Потом стали выгонять и Крымова. Выжили. Я тогда был против категорически. Я тогда наехал на эту женщину. Значит, не помню, как ее зовут, которая директриса, которая сказала, что его спектакли не приносят там доход, что-то, какую-то ерунду. Вот. Но Крымова спектакли, может быть, и не должны были приносить доход. Я тогда написал такое письмо и вообще о том, что ваше дело как директора организовывать, чтобы приносил доход здание и вообще приносил доход школы, студии. Это современного искусства, а не его. Он делает спектакли. Значит, продавайте их так, чтобы они... Это ваши проблемы. В общем, я наехал, но он ушел. Дима сказал: я не буду бороться. Да, ну, ушел. Ну и после этого началось все падение этого дома на Сретенке. Там ничего не происходило. А центр Мейерхольда работал хуже, лучше. Там изменилась программа. Пришел Рыжаков. Я сам его, так сказать, пригласил и настоял на том, чтобы был он именно, прежде всего. Потому что он поисковый человек, он работал с лабораториями. Но, к сожалению, он убит. Сегодня говорить о центре Мейерхольда нельзя. Власти московские совершили, конечно, великую ошибку, если не преступление. Преступление, прежде всего, перед памятью Мейерхольда. Но Мейерхольд, его убивали много раз. Вы знаете, что у него 2 свидетельства о смерти? 2. Одно 40-го года, другое 42-го года. Вот 40-го – это подлинное. 42-го года – это фальшивка, которую сделали, чтобы сказать, что его не расстреляли, а что он умер в лагере. Запустить вот эту историю. Только после реабилитации это обнаружено было. Ну, у него же даже и могилы нет. Да, вот и общая могила. Есть табличка в отделе невостребованных прахов. В Донском монастыре, да, там сейчас знак стоит, мы там это делали, да. Вот, поэтому сегодня, ну что ж, они совершили огромную чудовищную ошибку, повторяю, потому что это был дом Мейерхольда, его поддерживали и внучка Мейерхольда, которая поддерживала это создание, и мейерхольдовцы, которые несколько человек еще остались тогда на то время, открывали. Ну, как? Просто взяли, объединили. Глупо. Ведь объединение, опять же, должно иметь смысл. Зачем? Идею должно иметь. Художественную. Для чего? Вот тут совершенно бессмысленно. Потому что? Конечно, там произошла история, когда и директор, значит, и художественный руководитель последний
Волкострелов и Ковальская, когда они ушли в знак протеста, значит, вернее, она, а потом его вызвали, он тоже что-то там... Ну, это все было связано с протестами, с участием да, артистов. но чиновники воспользовались этим, потому что можно было поступить же по-другому. Можно же было как поступить? Вот вы ушли, значит, мы будем думать, кто придет, да, какое новое руководство. Ну, например. Это же нормально. Но так не решили не думать. Решили для удобства сразу это все сделать, слить, то, что называется, и все. Но там ничего происходить не будет. Ну, это невозможно. Должен быть художественный лидер какой-то тогда. Надо же придумать, что эти два учреждения культуры. Одно мертвое, и другое будет мертвым. Зато беспроблемное. И это правда, да. Но меня это не устраивает. Я очень много, так сказать, нареканий со стороны коллег своих и чиновников получал в свое время, когда говорил о том, что если думать о том, чтобы было меньше мертвых театров, не вижу ничего плохого при наличии лидера из двух средних театров сделать один приличный, соединив их. Другое дело, когда когда филармонию с цирком соединяют, как это были такие примеры. Когда мы хотели объединиться и присоединиться, и вместе объединиться с Ярославским театром 3 года назад, и тоже на уровне премьеры это все закрыли, но тут тоже была логика. Из чего мы исходили с Марчелли, который тогда руководил этим театром? Исходили из того, что один старейший театр и другой старейший театр. И чтобы сохранить вот эту вот какую-то живую традицию, с одной стороны, какие-то корневые вещи, а с другой стороны, приобрести силу, возможность фестивалей, так сказать, движения, то-то, то-то. Мы все это делаем. Но, опять же, там город тогда, значит, оказался настолько твердым, что ни пяди родной волжской воды не отдадим, что там началось. Я ездил к депутатам, там, помню, выступал перед ними. Они там мне так разговаривали. Я говорю, у вас такое ощущение, что мы сейчас подъедут вертолеты, подлетят, возьмут здание театра вашего, значит, и перенесут на Марсово поле. Я говорю, вы о чем вообще говорите? Куда денется театр? Как оно есть, так он и есть. Речь же идет о совершенно других вещах. Нет, мы свой первый русский театр, он же называется «Первый русский театр». Вот, в общем, там много всего, но это жизнь. Вы с Васильевым общаетесь сейчас? Редко очень, но мы должны с ним провести осенью. Я надеюсь, что это произойдет, потому что он сейчас в Москве. И он мне обещал, что мы с ним проведем у нас есть такая программа «Учителя». Такой цикл учителей, очень интересная программа, уже несколько лет. Началась она тоже, правда, с воспоминаний о дочке Мейерхольда, Ирине Всеволодовне, и Меркурьеве, Василии, артисте его мужа. Значит, о Гротовском. Поскольку и он занимался с Гротовским, и был с ним, так сказать, связан, и я занимался у Гротовского в Польше неоднократно, и был тоже с ним знаком. Потому что эта фигура, конечно, уникальная, гениальная, один из таких 5-6 реформаторов мировых театра, официально, так сказать, он назван вслед за Станиславским, Мейерхольдом, Вахтанговым, Брехтом, Арто. Гротовский – это великая фигура. Он привил мне одну вещь. Он привил мне чувство дебюта. Что это за чувство? Чувство дебюта – это когда ты должен понимать, что независимо от возраста, независимо уж тем более от всяких масок, заслуг и прочего, ты должен все время в каждой новой работе пытаться быть новым, пытаться заново пройти этот путь. И не быть уверенным, и не сидеть на своих штампах, и не пользоваться теми отмычками, которые у тебя есть. Выбросить их, заново искать ключ. Это очень правильный такой путь. Потому что такие примеры я видел просто в жизни. Я, например, видел спектакль Стреллера, такой чувственный, такой молодой спектакль. Я тогда тоже был молод. И когда я спросил, я говорю, ему, наверное, лет 35. Ему говорят, да вы что, ему 72 года. Это его последний спектакль. Я говорю, как? И мне в голову не могло прийти. Надо сказать, что Андрон Сергеевич Кончаловский в этом смысле очень серьезно удивляет. Как удивляет? Посмотрите его фильм последний. Это же живой режиссер. Подождите, какой последний? Например, «Дорогие товарищи». «Дорогие товарищи». Потому что после этого Микеланджело был. Микеланджело просто очень хороший фильм. И «Товарищи» хороший фильм. Но это живые картины. Это живой режиссер. Ему 85 или сколько? 85 лет. Только, как? Я уж не знаю, как Андрон там думает о дебюте или не думает, но вот это чувство риска и чувство дебюта – это очень важное чувство. Потому что если ты начинаешь любую работу, и ты как бы знаешь, и ты не борешься со своими штампами, которые лезут, и начинают тебя провоцировать на то, это понятно. Вот это самое страшное
слова понятно. Должно быть непонятно. Только искренне, врать не надо. Должно быть непонятно. И должно быть трудно, должно быть тяжело, и должен быть страх. Ну, такой в том, как это будет. Ну, как? А как иначе? А с Крымовым общаетесь? С Крымовым он должен был ставить у меня спектакль. Сейчас не общаюсь. Должен был ставить «Ревизора», кстати. Потому что «Ревизора» мы сняли, и я хотел, чтобы он сделал новую версию «Ревизора». Он согласился, ему было это очень интересно, но сейчас это все отложилось. Его инициатива или ваша? Ну, отложилось, потому что он уехал. Тяжко вам будет, что вот какие-то люди не приедут и не вернутся, какие-то еще уедут, видимо. Как вы будете это воспринимать? Вы себя как-то к этому новой жизни готовите? Конечно, ничего хорошего из этого я не вижу. Конечно, это плохо. Но, с другой стороны, есть возможности, которые, ну, всегда открываются. Как говорил Пушкин замечательно, что умный человек и беду обратит в свою пользу. Что я имею в виду? Вот, например, сейчас бы обратили, и я обратил свои взоры очень серьезно на Национальный театр России. Я не подозревал, что в национальных театрах России, а их довольно много, более 35, которые играют на своих языках, есть такие совершенно неожиданные, наивные даже театральные опыты и такие какие-то приемы театрально-наивные, которые могут помочь вообще обновлению театрального языка. Потому что театральный язык, ведь он же тоже, понимаете, можно там эксперимент, там то-то, то-то, и в этом крутиться все время, в этом соку. И вдруг я для себя обнаружил, что там есть масса интересных вещей. Масса, о которых мы даже не знали, потому что привык так думать, да ну это вообще как бы, ну что это, фонтан дружбы народов на ВДНХ. Ну это стоят, ну что, фольклор, ничего подобного. Там якуты, например, театр Саха, ну это просто... Вот шикарный театр там была. А вы были? Я потом понял, почему там японцы туда там с ними хотят вместе что-то делать, там греки. Вот Терзополса я сейчас привез туда. В конце июня у нас был конгресс национальных театров, первый вообще в России, в Якутске. Терзополс просто сошел с ума. Хочет там ставить. Там совершенно другая... Там потрясающе. Слушайте, ну неужели близость военных действий не отменяет все вот это? Нет, это не может делать неважным. Я объясню почему. Потому что если мы остаемся здесь, надо решить для себя вопрос. Вот я для себя так считаю, что я остаюсь здесь, и если я здесь, я должен защищать культуру в действии. Что такое в действии культуру защищать? Вот защищать то художественное лицо, то художественное достоинство, как могу, в этих... но здесь, потому что это нужно сохранить. Понимаете, да? Вот это для меня важно. Поэтому я, если, конечно, мы все под Богом ходим, там несколько, извините, это государственное учреждение, там, это уже другой вопрос. Но пока я руковожу этим театром, я должен это делать. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие, я думаю, конечно. Это главная вещь. Главнее, чем справедливость. Ну, справедливость, она ведь тоже ведь может варьироваться, понимаете? Она может плыть. А милосердие – это конкретная вещь. Ты помогаешь, у тебя болит сердце или не болит по этому поводу? Свобода или стабильность? Свобода, конечно. Потому что свобода... Но свобода может быть и во время стабильности. Мы же знаем, что как бывают свободные люди, которые изолированы, например. Человек изолирован полностью, а он там пишет шедевры, абсолютно свободен в своей голове, в своих возможностях. Это про Шпеера речь? И не только. А про Пушкина. Ну как? Вы же знаете это замечательное Сочи, когда с ним разговаривал Николай после того, как все-таки ему не разрешали уехать оттуда, после холеры якобы. Холера закончилась? Нет, все-таки еще посиди там.
Но потом привезли, разрешили. И он его вызвал к себе, и там замечательный был первый вопрос, или один из первых. А вот если бы сейчас надо было на Сенатскую площадь выйти, ты бы вышел? Он его спросил. То сказал, да. Вышел. Молодец, Пушкин. Правда или безопасность? Вообще-то идеально надо, чтобы все знали. Но опять же, как, чтобы вот это все знали, было не осталось, только дошло до всех. И как, что это все сказать нельзя. Но вот всем сказать. Вам можно, предположим, мне можно. А вот некоторым нельзя. Ну, я опять же перехожу к перестройке, да? Ведь мы же так тогда взорвались и взметнулись. Мы упивались даже вот тем, что могли указать Министерству культуры, как надо это, эксперимент тогда первый. Я был, так сказать, один из тех, кто эксперимент, отменили цензуру в театре, там, да все, ля-ля, свобода. Но вот за этой вот всей эйфорией, да, с какими-то перипетиями, которые все равно были признаки демократии. Такой вот, это был демократический путь. Ну, как Ельцин, который вдруг говорит, я не согласен, я был даже на этом партийном, сидел наверху. Да? Пленум, что ли, это было, я не помню. Сидел наверху на балконе. Ну, это же шок, когда человек говорит, нет, не согласен, я ухожу. И уходит через весь зал. Это же бомба. Даже сейчас себе нельзя это представить. После чего началось там, так сказать, всякие неугонения, там, он был снят с поста и прочее, прочее, прочее. Конечно, он этого не забыл. С Михаилом Сергеевичем у него потом были свои отношения. Но я помню, как он пришел ко мне в театр Ермолова, уже будучи снятым, и в качестве... Опального этого. Да, замминистра по строительству, что ли. И смотрел спектакль, у меня был такой спектакль «Второй год свободы». Как раз 1987 год. Второй год свободы. О французской революции, где Д'Антон, Робеспьер, казни, что делать, все, конфликты, террор. Такой был спектакль жутковатый. И он, значит, такой вышел, потрясенный, такой, говорит, да, революция жирает своих детей, да, то-то, то-то. Ну, это лично на него запало. И дальше гениально. Открывается дверь, так, кабинет был открыт, в коридоре. Он вдруг входит водитель его, ну, из министерства строительства. Говорит, ну, вы долго будете, это самое, поехали уже? Вот то, что он говорил Демичеву в этом же кабинете. Ну что, Петр Мелыч? И руководитель говорит, поехали, все уже. Он так. И Наина говорит, тихо. Ну ладно, поедем. Поздравляем. Но это оскорбительно. Ну все. Такие качели. Очень важный вопрос про сегодня. Родина или истина? Ну, истину, как ее поймать? Ну, Родина, конечно, но ведь истина же может быть и противоречить Родине. А где вот та для вас черта, когда вы можете сказать Родине, что она не права? Ну, я вообще все предпочитаю все-таки говорить со сцены. Моя революция – это театр. Когда я говорю на сцене, и это чувствуется в моих работах, что мы говорим о каких-то больных вопросах, там всегда есть эта тема. Но Родина не имеет отношения к режиму. Тут тоже нельзя путать. Родина – это Родина. Понимаете? Вот я вот наблюдал очень много людей, которые прекрасно живут там, еще раньше, до этих событий. У них нет чувства, вот как сказать, ну вот у них ничего не болит. Там все прекрасно, все, они работают, зарабатывают, все, говорят по-русски в семье. Ну, абсолютно. А есть люди, которые даже там будет все замечательно, а они не могут. Не потому, что у них там психопатическая истеричность какая-то, но вот есть некая пуповина, какая-то неформулируемая. Вот они не могут. Вот это не формулируется. Это не то, что березку обниму, заплачу там. И не в этом дело. Есть какое-то чувство дома. Не бытового дома, а вот чувство дома, привитое где-то там вот внизу, в сердце, я не знаю. Когда я говорю про «я». И тут ничего не сделаешь. Это нормально, в общем, это правильно. Поэтому, когда, так сказать, ты говоришь о больных вопросах жизни, да, то ты обязательно заденешь эти темы.
А так вот сейчас сказать однозначно, когда где-то не сложно. Чего вы боитесь? Я боюсь плохих спектаклей, во-первых. Во-вторых, я боюсь за жизнь своих близких. Не за свою жизнь, за жизнь своих близких. Конечно, в первую очередь. Что вы сделаете, когда кончится война? Все равно нам придется, если, как только она закончится, но мы никуда не денемся и они никуда от нас не денутся. Мы Евразия. Мы не сможем. Какой бы изоляции ни была, вынужденная, такая-сякая, но мы все равно должны будем эти коридоры международные, культурные восстанавливать. Это важный очень вопрос. Потому что они от нас очень много всегда брали и питали. И мы от них брали и питали. Это взаимодействие. Многолетнее, столетнее. Тут никуда мы от этого не денемся. Отменить вообще русскую культуру невозможно, потому что без нее, в отличие от американской культуры, мы не растворяем в себе. Мы отдаем тоже. Мы берем и отдаем. И обогащаем. Это уникальное наше качество. Поэтому и они это знают, и они это чувствуют. Ну, вот этим будем заниматься, если доживем.